Добрый день, дорогие водолеи! Добро пожаловать на мой канал. И это ваш гороскоп на лето 2026 года. Да, друзья, немножечко я задержалась. Ну что ж, присаживайтесь поудобнее. Будем планировать с вами июль, август и сентябрь. Ведь астрономическое лето у нас началось 21 июня и закончится 22-23 сентября. Все зависит от того, где вы, в какой части нашей планеты вы будете встречать астрономическую осень. Конечно же, это ваш любимый общий гороскоп, но я буду рассказывать информацию по декадам. Естественно, я буду забегать вперед и фактически расскажу такой общий прогноз до конца 2026 календарного года. Поэтому присаживаемся поудобнее. Этот гороскоп можно смотреть как по Солнцу, так и по асценденту. Если вы смотрите по Солнцу, то Водолеи первой декады – это все те, кто родился в январе. Водолеи второй декады, если вы родились с 1 по 10 февраля, и Водолеи третьей декады, если вы родились с 11 февраля и до знака зодиака Рыбы. Если вы смотрите по асценденту, тогда делите 30 градусов знака Водолей на 3 равных отрезка. Если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, это первая декада. Если с 11 по 20, это вторая декада. Если с 21 по 30 градус Водолея попадает в ваш асцендент, тогда вы третья декада Водолеев по асценденту. Ну а если вы смотрите по асценденту и у вас информация больше подходит другой декады, значит что-то неправильно с вашим временем рождения, потому что даже бирочное время, как правило, отличается на 5, 10, 15, а то и 30 минут. Водолеи торопятся всегда, и даже у них астрономическое время включается раньше. Ну и, как говорится, кто наблюдает за часами в родильном отделении, точно ли они работают или нет. Ну что, дорогие, готовы? Поехали. У нас на это лето очень много астрономических событий. Например, сейчас у нас движется ретроградный Меркурий, он у нас в знаке Рак, и здесь по большей части до 23-го, окей, 24 июля у нас будет такая некая рефлексия, переживания, вопросы к себе. И по большей части это относится только ко второй и третьей декады Водолеев. Просто решить, что же вы хотите делать, кем хотите стать, когда вырастете. Ведь совсем недавно Лилит по второй декаде Стрельца шла, и здесь у Водолея второй декады всю весну 2026 года были вопросы: могу ли я, не могу, достоин, недостоин, получится, не получится. Дорогие мои Водолеи второй декады, вот с этими мыслями пора закрывать эти окна волнений, искать свои лучшие качества, вспоминать их и уже монетизировать, направлять их в свою пользу. У Водолея второй декады сейчас эта же история. Лилит до 14 сентября будет находиться в третьей декаде знака Стрельца. Это значит такая некая проверка для Водолеев третьей декады, вопросики к себе. Достоин, недостоин, боюсь, мой успех, хочу, не могу, могу. Как-то вот это для кого-то, а у меня точно не получится. Дорогие Водолеи третьей декады, совсем скоро, в конце июля, кармические узлы поменяют знак и перейдут с оси Рыбы, Девы в знак Водолей, Лев на ближайшие 1,5 года. И начнется этот экзамен, кто я, насколько я классный, силен, мудрый, успешный и, в принципе, счастливый человек по жизни, сначала с Водолеев третьей декады. Кармический гороскоп для каждого знака зодиака я еще обязательно запишу сразу после летних гороскопов. И да, там все четко по делу, кармические задачи каждой декаде, Водолея в том числе, когда же будет ваш личный персональный экзамен. Ну а пока возвращаемся в лето 2026. И да, пора бы уже закончиться с душевными терзаниями, но вот до 14 сентября у Водолеев третьей декады это такой вопрос в подвешенном состоянии. Только от вас зависит ваше движение вперед, ваш рост и развитие, дорогие Водолеи третьей декады, потому что у вас может быть здесь очень множество классных, потрясающих моментов, и взлеты в карьере, и профессиональный рост, и улучшение в личной жизни. Но, как говорится, мой гороскоп может улететь в трубу, если вы ничего
не решите и будете также продолжать рефлексировать. Что касается водолеев первой декады, сейчас вы спросите: Женя, ну почему про нас еще ничего не сказано? У водолеев первой декады, если говорить в принципе про все лето, у вас сейчас идет соединением Плутон по первой декаде водолеев. Он же до конца июля в точной оппозиции с Юпитером, который находится у нас в знаке Льва. На базе этой оппозиции гармоничный аспект с Ураном, вашим управителем, с Нептуном, а это прямые вопросы к повышению у вас в обществе, это карьерный рост, да, это вопросы, связанные с иммиграцией, да, построение нового будущего, новая должность, новая работа, да, но все это у вас будет на базе формирования вашей внутренней усталости. То есть нереализованные амбиции будут выходить в качестве недовольства. И здесь главное, знаете, убрать шапку Мономаха с себя, да, то есть шапку всезнайки, и убрать завышенные ожидания, гордыню, но при всем при этом открыть в себе свой профессионализм, свое знание о себе, что вы действительно классный, компетентный человек, и раскачивать свои лучшие качества, потому что здесь и социальный рост, и профессиональный рост, и взлет в карьере. Опять же, если ничего не делать, не брать новую должность, тогда ничего по-новому не будет. Все будет точно так же, и недовольство будет только больше. Захочется еще и судиться на этом фоне, и спорить, портить свою репутацию, вкладывать свои силы не туда. Хорошее лето, потрясающее лето, которое еще и перейдет и в осень для вас, это как раз-таки расширение себя, масштаб своей личности, своей карьеры, работы. Да, вы будете уставать. Да, Плутон, идущий по первой декаде Водолеев, требует от вас трансформации. И все события, которые будут в это лето, там у нас еще и коридор затмений в августе, там у нас еще и ретроградная Венера осенью, и мы весь сентябрь к этому будем готовиться. То есть все это для повышения вашего профессионального статуса, для улучшения в семье, для выхода ваших отношений на новый уровень, для того, чтобы вы наконец проснулись, взбодрились, но, естественно, придется побегать. В легкости не обещаю, но при должном труде, потому что очень много гармоничных аспектов, в том числе гармоничные аспекты, это не все люди выдерживают такое большое количество гармоничных аспектов. Кто-то просто устает, и возникает такое же напряженное состояние, как, например, от одного напряженного аспекта. Но здесь очень много гармоничных, которые это такое ощущение, что мы не спим, у нас очень много энергии, у нас сознание не отдыхает, мозг не спит. Хочется постоянно что-то делать, но, к сожалению, в сутках 24 часа. Вот это состояние водолеев первой декады сейчас и нужно максимально пускать в нужное русло эту историю. У водолеев первой декады, скорее всего, Плутон идет по асценденту. Если вы смотрите это видео по асценденту, да, водолеи первой декады, то у вас тогда Плутон сейчас идет по асценденту, либо по первому дому в оппозиции с Юпитером, и здесь разрушается ваша прошлая жизнь, прошлый устой, старая жизнь, и начинает формироваться новое, потому что Юпитер заходит в 7-й дом, и ко мне пришел то ли Юпитер, то ли самая любимая собака на свете. И здесь просто нужно понимать, что это не обязательно ваш разрыв ваших отношений, брачных, вашей семьи. Просто что-то должно разрушиться, наконец-то, чтобы вы поняли, что, возможно, это ваша любовь всей жизни, но, тем не менее, что-то где-то вы не видите и создаете скандалы на ровном месте. Вам нужно стать человеком более серьезным, более ответственным и вывести ваши отношения на новый уровень. И так тоже есть. Не у всех в моей практике с Плутоном, проходящий через асцендент, разрушалась семья, брак. Ну, очень многое терялось в жизни, на базе этого строилось новое. И да, вернемся к нашему июлю. У нас с 10 июля по 7 августа на небе Венера в знаке Девы. Значит,
это вопрос, связанный у всех с покупками, с волнениями, с переживаниями, что же с этим делать. И плюсом Венера у нас еще в напряженном аспекте с Ураном и Марсом. То есть сам по себе аспекты говорят о том, что хочется выйти из отношений, все разрушить, чтобы уйти. Кто-то хочет уйти в закат, кто-то хочет свободы, кто-то 40-летний хочет снова стать 20-летним, без забот, без хлопот. Но посмотрите, будет ли вас это радовать, потому что Венера в Деве говорит о том, что нужно прямо-таки четко и честно отвечать себе на определенные вопросы, не лгать. Это относится и в любви в отношениях, и в финансах, потому что пока Венера находится в Деве, это хороший момент, ну, во-первых, отдать долги, честно и четко относиться к финансам, быть абсолютными материалистами, не покупать никаких ненужных вещей. То есть максимально рационально подойти к своим тратам, покупать себе только что-то нужное, например, вам нужен костюм для того, чтобы пойти на собеседование, потому что у водолеев и первой, и второй, и третьей декады это очень важная история вообще профессионального роста на это лето, и это будет переходить эмоция еще и в осень, да, поэтому здесь, конечно же, приобретайте себе вещь, только не надо гнаться за брендами. За брендами очень хорошо могут сейчас погнаться водолеи первой декады, потому что оппозиция Юпитера, да, может сбивать фокус. Но постарайтесь более практично подойти к вещам. То есть если вам нужен костюм, выбирайте из доступной себе ценовой категории только чуточку лучше, чем есть у вас сейчас. То есть не покупайте там вообще ненужную какую-то вещь, чтобы один раз ей воспользоваться и все. Нет, покупайте практичные вещи, покупайте по приемлемым ценам в том числе, очень хорошее для этого время. И забегая вперед на август, скажу, что у нас Венера с 7 августа будет в знаке Весы, но она войдет в коридор затмений в оппозиции с Нептуном. А это всегда, когда нам хочется идеализировать себя, свою жизнь, свой кошелек, поверить, что где-то мы когда-то отработаем, но не надо гнаться за этим, потому что там у нас до 10 сентября Венера будет находиться в знаке Весы, а потом перейдет в Скорпиона, и уже мы будем с вами с начала сентября двигаться в период ретроградной Венеры, который у нас с 3 октября по 14 ноября. Там еще у нас Венера ретроградная будет в соединении с Меркурием ретроградным. А это вся осень у нас, и мы до конца декабря будем жить на этих настроениях, когда нам сложно будет договориться там, где когда-то мы вообще могли в принципе договариваться. Все это будет в Скорпионе. Все, что находится в Скорпионе, напряженно влияет на водолеев. И это будет работать с водолеями первой, второй и третьей декады. Поэтому, дорогие, понимаем, что рациональное время для покупок, для вложений сейчас, и я советую придерживаться этого момента и август, и сентябрь, потому что там Венера будет в квадратуре с Плутоном, еще даже когда она не ретроградна, а это всегда, когда нам хочется потратить больше, вложить в какую-то такую историю, и мы себе это, главное, очень классно аргументируем, но на деле все может оказаться, что мы просто растратили все свои деньги и потом сидим, думаем, чего же нам со всем этим хаосом делать. Поэтому история с покупками я вам рассказала, историю в отношении. Будьте аккуратны в июле, не уходите из отношений в порыве страсти, будь то рабочие, будь то любовные отношения, это водолей первой, второй и третьей декады. Вам сейчас нужно максимально четко и рационально составить свой план движения вперед, потому что в июле будет очень много эмоций, разорвать отношения, уволиться с работы, именно на эмоциях. А что потом дальше? Увольняясь с работы, если у вас нет запасного парашюта, если у вас нет средств, на которые вы можете жить дальше, тогда нужно продолжать работу и искать что-то другое. Но это рациональность, это такой взрослый, честный подход. Если, конечно, у вас есть тот, кто спонсирует вашу жизнь, я за вас рада, но это не приведет к дальнейшему вашему взрослению, тем не менее. И да, июль очень мощный месяц. Мы с вами движемся в сторону полнолуния 29 июля. Полнолуние будет
сейчас секундочку в Водолее, и за несколько дней до этого полнолуния, 27 июля, у нас уходит в ретроградное движение Сатурн до начала декабря 2026 года. Это ежегодная акция. В этом году он в знаке Овна уходит в ретроградное движение, при всем при этом гармоничном аспекте с Юпитером. При всем при этом это момент очень важен для водолеев второй декады. Очень нужно стабилизировать финансовую составляющую в вашей жизни. Это работа, это новая работа, это карьера, это построение вашего фундамента. Это самое первое, это отдать долги. Это просто потрясающая история до начала коридора затмения. Он у нас с 12 по 28 августа 2026 года на растущем лунном цикле. Потому что в середине августа в вас включится вот такое движение вперед, заработать больше, рвать, метать, активность, амбиции. Это водолей второй декады. Поэтому до этого момента было бы хорошо отдать долги. Ментальные, физические, денежные, словесные. Они могут быть у всех разные. Вы сделаете то, что обещали. Закройте эту историю, которая тянет вас вниз. Конечно, в июле сейчас потрясающая история. На настоящий момент до конца ретроградного Меркурия, даже до конца июля Сатурн будет в квадратуре с Меркурием. Для водолеев второй декады потрясающая история закрыть долги. Для водолеев третьей декады тоже работает это через Меркурий как раз-таки. Закрывайте старые дела, которые тянут вас вниз, потому что в конце июля для вас открываются новые вопросы, новые эмоции, новые решения, движения вперед. 27 июля уходит в ретроградное движение Сатурн, и через несколько часов кармические узлы меняют свои знаки и переходят на ближайшие 1,5 года в ось Водолей-Лев. Вот здесь, дорогие, мы начнем ускоряться в будущее, вот прям-таки очень быстро, хочется сказать, семимильными шагами, но по факту так оно и есть. Еще июль и август это будут такие сдерживающие эмоции движения, потому что Уран в квадратурах на кармических узлах находится, а это напряжение идти в нечто новое, то есть не получается вот так вот быстро, легко, как оно должно быть, но не все могут, потому что есть водолеи, в которых очень проявлен, например, Сатурн, а если у вас еще и асцендент в Козероге, да, то тогда вы более приземленнее, чем другие водолеи, для вас такая основа, база, либо же у вас 7-й дом, 10-й, 6-й находятся в Козероге, тогда вы очень приземлены в финансах, то есть тогда вам сложно перестроиться в заработке, в новый мир, в новые возможности. Дорогие, это я сейчас рассказываю, не говорю, что есть там хорошие водолеи, есть плохие, кто-то быстрый, кто-то тормоз. Вообще нет. Просто у нас у каждого есть своя натальная карта, и мы в силу вот таких моментов каждый живем и действуем по-своему, по привычке, естественно, по инстинктам. Они у нас у каждого свои, зависит от начинки, да, нашей натальной карты. Поэтому здесь, дорогие, просто понимайте, что мир начнет ускоряться, технологии еще сильнее будут входить в нашу жизнь, и кому-то придется перестраиваться не с очень радостным настроением, кому-то все-таки будет проще и интереснее. На эту тему, если финансовый заработок, у меня есть такие видео, финансовый гороскоп по всем знакам зодиака. В конце видео прикреплю плейлист, проходите, выбирайте, в каких знаках находятся ваши денежные дома, для того, чтобы понимать, как будет вам проще и легче развиваться для того, чтобы зарабатывать деньги, потому что это очень важная история, собственно, да. Мы для того, чтобы подключиться, посмотреть это видео, тоже заработали в определенный момент денег, чтобы купить себе смартфон, подключиться к связи, да, и чтобы у нас это все классно работало.
Поэтому хочется, конечно, говорить о высоком, о культуре, о искусстве, но тем не менее это все благодаря нашим внутренним ресурсам. Для кого-то интеллект – это важный ресурс, для кого-то это речь, для кого-то это навыки руками. И здесь нет хороших и плохих, здесь есть только то, чем нам нравится заниматься и что мы можем монетизировать. То есть это становится очень важной историей для водолеев первой, второй, третьей декады на ближайшие 1,5 года. Кармические узлы будут просить от водолеев стать истинными водолеями, проявить свои качества, таланты, навыки, превратить это в работу своего будущего для того, чтобы вам от этого было хорошо, потому что северный узел будет проходить солнышко каждого водолея, а солнце каждого из нас – это наше «я», да, где-то наша гордыня, но это наше желание, это наше «хочу», и это в нас должно быть развито. Поэтому если вам в детстве говорили: не высовывайся, сиди, жди, куда ты лезешь со своими идеями, вот здесь, водолеи, нужны будут как раз-таки ваши идеи на ближайшие 1,5 года. Понимаете, о чем я говорю? Нужно, чтобы из вас это выходило наружу. Вот эта история про кармические задачи, про кармические узлы еще видео будет. И да, 27 июля на этот день у нас абсолютно все ясно и понятно. У нас еще и Солнце будет в соединении с Юпитером, гармоничные аспекты с Нептуном, с Ураном. Все для того, чтобы двигаться вперед. И следом у нас 29 июля полнолуние в Водолее, Луна в соединении с Плутоном в знаке Водолей. Кто максимально почувствует это полнолуние? Водолей первой декады, в вас словно включится то, что давно молчало, здесь захочется двигаться, расти, передвигаться, внедрять нечто новое, кому-то захочется переехать, эмигрировать. Главное, чтобы это не было под эмоциями, да? Главное, чтобы это было как улучшение качества вашей жизни, да, то есть взрослое такое ответственное, зрелое решение. И я очень сильно буду за вас рада, если вы, конечно, наконец-таки встанете и начнете действовать. Водолеи второй декады, у вас очень хорошие истории как раз-таки начинаются с этого полнолуния действовать в отношении своего кошелька, своей платформы, фундамента, приобретение недвижимости, основной такой фундамент, да, для того, чтобы потом развитие было хорошо. У водолеев второй декады здесь, конечно же, стабильный приход финансов, стабильный и чуточку больше. Это тоже хорошо, это тоже хорошо. Но главное, должна быть просто минимальная база, которая будет держать вас на плаву и не вводить вот в эту аритмию волнений. Совсем скоро подключится еще и к Сатурну гармоничный аспект Юпитера. То есть здесь два ваших внутренних социальных момента будут вас конфликтовать и вытягивать вас вперед развитие. И на этой нотке весь август и сентябрь будет у водолеев второй декады. Главное, чтобы не было эмоциональным, импульсивным решением, например, приобретение каких-то покупок, например, той же недвижимости. Здесь должно быть все рационально, четко просчитано. Не для того, чтобы пустить кому-то пыль в глаза. Хороший момент для социального роста начинается как раз-таки с конца июля у водолеев второй декады. Приобретение недвижимости, повышение в карьере, но здесь придется показать себя, заявить о себе, продемонстрировать свои навыки, подключить свои ораторские качества и уметь выходить на публику. Водолеи третьей декады, здесь, конечно же, для вас включаются такие большие, мощные экзамены, но будет трясти. Будет трясти еще в конце июля и первую половину августа точно. Вопросы связаны как раз-таки с изменениями в жизни. У кого-то будет эта волна увольнений, сокращений, какие-то резкие события, меняющие жизнь для того, чтобы вы стали собой. И потом осознание, конечно же, этого всего придет. Могу сказать, что вы очень долго не будете переживать, потому что уже в августовский коридор затмений здесь такой момент движения вперед, роста. Главное побороть все свои страхи, опять же, до 14 сентября Лилит идет по третьей декаде Стрельца,
а это вы можете где-то тормозить и честно себе не говорить, что вы хотите большего, будете сидеть, ждать, волноваться, не принимать решения, а решение принять нужно, понимаете? То есть на этих эмоциях июля мы будем раскрывать наш август. А в августе у нас из событий. Основное событие – это коридор затмений, который у нас начинается, это солнечное затмение, это новолуние. Новолуние у нас будет 12 августа, новолуние во Льве. Кто прочувствует? Вообще все водолеи прочувствуют, потому что здесь большая история связана, то есть заполненный канал Льва, и это все оппозиции на водолеев. То есть если до этого момента, дорогие водолеи первой, второй, третьей декады, вы сидели и ждали какого-то случая, каких-то событий, чтобы что-то пришло в вашу жизнь, то вот здесь тогда рванет. То есть здесь тогда все начнет меняться резко, уход из отношений, увольнение, уход с работы, захочется бросить вообще все связи, контакты, переехать куда-то, совершить очень много импульсивных моментов, уйти из отношений, в которых у вас множество лет, уйти в какие-то легкие, романтичные, вспомнить молодость. На секундочку скажу, что Венера в оппозиции с Нептуном в этот момент, здесь такое иллюзорное отношение к финансам и отношениям будет на начало коридора затмений. И, собственно, мы с конца июля до середины августа на этом настроении будем идти, что в нас будут просыпаться наши инстинкты, наши чувства. И если мы не будем рационально к этому подходить, то мы будем уходить в иллюзии. И тогда коридор затмения начнется на каких-то таких импульсивных действиях, но уже в середине, к 20 числам августа, там Венера становится в оппозицию с Сатурном. А это всегда в жесткое приземление реальности, что где-то в отношениях, каких была романтика, любовь и страсть, резко станет та же самая бытовая история, те же самые ссоры, скандалы и ощущение одиночества, что меня не любят. А ключик ко всему-то нужно сначала полюбить себя самим, чтобы потом как раз-таки видеть эту историю, что мы с таким же интересным человеком можем вместе жить, развиваться, строить семью, быт, кто-то и бизнес. У водолеев вообще это такая очень важная история, чтобы вторая половинка были и несколько граней отношений. Это любовь, страсть, секс. При всем при этом это еще и дружеское понимание, принятие и умение вместе развиваться. То есть каждый по отдельности еще развивается, и вместе они развиваются как семья, как отношения. И это такая очень интересная конструкция, которую водолеям скорее нужно признать. То есть здесь не получится, например, если вы девушка, водолей, вам хочется вот мужчину, вот что вот он все вот так вот для вас сделал, а вы при всем при этом, вам всегда будет мало. Почему? Потому что вам самим нужно развиваться очень сильно, очень мощно, иметь самоценность. Понимаете, о чем я говорю? И у мужчин точно так же. Если мужчину водолея очень сильно любить, он утопает в этой любви, он должен сам оказывать чувство любви, внимания, да, то есть не становиться таким нарциссом. Почему? Понятно, у нас у всех есть свои сценарии в отношениях, но тем не менее, когда мы каждый развиваемся, мы тогда и вкладываем в отношения. У водолеев это работает именно так. И здесь и любовь, и дружба должны идти вместе по жизни. Тогда есть классное понимание внутренней свободы в этих отношениях, что меня всегда понимают. И тогда водолей не хочет из этих отношений в каждой ссоре выбегать, куда-то уходить, сбегать. А покажите этот отрывочек своим вторым половинкам, если вы как-то стесняетесь это рассказать. Но со сколькими водолеями я работала и продолжаю работать. Вот такие интересные люди. И по факту мы чем больше живем, и наша жизнь усложняется сейчас, все мы немножечко водолей. У меня вообще большинство планет в 12 доме, водолей всегда, в 11 доме. Водолей меня всю жизнь окружает. Вот такая вот интересная история, поэтому собственно, я люблю вас всех называть друзья или ребята, потому что это такая классная история развития, которая на ближайшие 1,5 года у нас будет очень классно развиваться. Что еще хочу сказать в коридор затмений?
Начинается он у нас на новолунии во Льве, где нужно открывать в себе нужные качества, таланты, показывать себя, выходить на публику, выходить из тени. У водолеев первой декады на этот коридор затмений, на этот август развитие себя, переезды, социальный рост, скачок в карьере, заработок финансов, приход к своей такой профессиональной карьере, особенно если раньше не получалось. Здесь, конечно, стиснув зубы, здесь, конечно, вкладываясь в свои отношения любовные, не уходить в всю чрезмерную романтику, в иллюзорность, максимально себя приземлять, в финансах не уходить в такой сейчас все потрачу и потом решу, что с этим буду делать. Нельзя, будьте аккуратны, Венера в оппозиции с Нептуном очень хорошо влияет на водолеев первой декады. Но если вы свободный водолей, не имеющий каких-то там обязанностей, ответственности, то есть вы не женаты, не замужем, гуляйте, встречайтесь, свидания, романтика. То есть эти отношения в августе будут как раз-таки привносить в вашу жизнь много нового, много интересного. Это для водолеев первой декады. Поэтому стройте любовь, стройте отношения, раскрывайтесь как личность, потому что растем мы в отношениях. И для водолеев первой декады это очень важная история. Водолеи второй декады – этот коридор затмений. Для вас очень хорошая история движения как раз-таки в карьеру, в фундамент приобретения недвижимости, в переезд, благоприятный район города, качественное улучшение своей жизни. Но до этого, конечно же, вас доведут какие-то такие нелепые обстоятельства для того, чтобы вы наконец поняли, что вы достойны большего, что вы достойны лучшего, что все-таки пора уже как-то за себя вот так профессионально взяться. И здесь, водолеи второй декады, приобретайте уже наконец-таки эту недвижимость, купите уже себе то самое место для жизни. Эта история у вас начинается в августе, и весь сентябрь она у вас будет актуальна. Понимаете, о чем я говорю? То есть она, конечно, к вам еще потом вернется. Она еще к вам вернется до у Водолея второй декады вообще эта история еще в 2027 году весной и весной будет работать. То есть если вы сейчас начинаете вкладывать какие-то первые свои кирпичики в фундамент своей жизни, в стабильность, и где-то у вас не получится до октября, то знаете, с января 2027 и зима, и весна, эта история у вас еще тоже будет работать, потому что Сатурн же он идет с ретроградном движении обратно и потом снова пойдет в директном. А с декабря он остановится и пойдет опять прямо. Водолей третьей декады. У вас этот коридор затмений запускает ваши все скрытые возможности, на которые вы раньше не обращали внимания, потому что кармические узлы, они в гармоничном аспекте с Марсом, а это действие, это движение вперед, это ваш рост, это как раз-таки то ваше развитие, на которое вы очень долго закрывали глаза, то есть здесь необходимо хорошо действовать. Да, где-то будет со скрипом, потому что Уран еще в квадратурах на кармические узлы, вот так легко не будет, как хочется, и как нам все говорят, в легкости. Социальные сети нам очень хорошо эту историю в легкости продают, но на деле, как мы понимаем, работает сложнее. Поэтому дышите, двигайтесь вперед, дышите, чтобы у вас не было панических атак, потому что панические атаки – это когда мы живем в будущем больше, чем мы находимся в настоящем. Возвращаемся в реалии, когда у нас становится такое чувство гигантского страха, что мы где-то упустили какой-то поезд, у нас не получится никогда, мы недостойны. Все получится. Но сейчас у вас только все начинается такое большое, яркое, активное и интересное, и оно будет еще сильнее и интереснее. Осенью Юпитер переходит в третью декаду льва, и будет у вас вот этот большой такой мощный скачок тоже развития у водолеев третьей декады, пока вы только спокойно настраиваете свою жизнь, чтобы это было комфортно, гармонично для вас, ну и с точки зрения финансов, с точки зрения приобретения недвижимости, работы, которая будет стабильно приносить вам средства, это, конечно же, весна 2020
седьмого года, там практически весь 27 год Сатурн будет идти по третьей декаде Овна, значит, потрясающий гармоничный аспект Водолеем третьей декады. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть здесь не нужно волноваться, что вы куда-то все упустили, у нас кризис мировой. Это правда так. У нас начинается мировой кризис, поэтому Водолей первой, второй, третьей декады, мы вот как раз-таки находимся вот у этих истоков, и здесь нужно таки для себя понять, какую жизнь мы хотим. Жизнь получше, поинтереснее, либо же, в принципе, мы довольствуемся малым, и особо нам так и ничего не надо. Главное, чтобы нас особо не трогали, и мы будем себе жить классно. И если вы принимаете решение как-то развиваться интересно, да, жить эту интересную, классную жизнь, для нее требуется очень много сил. Естественно. Поэтому там говорить, что кто-то чего-то достиг, потому что он лентяй, ему повезло. Глупая история, да. Юпитер как раз идущий по знаку Льва до июля 2027 года как раз-таки Водолеем и откроет вот эту маску иллюзорности, что где-то кому-то повезло. Будут увидены все труды других людей, кто что-то себе сделал, заработал, и это колоссальный труд, поэтому здесь включайтесь в интересное кино своей жизни и живите так, как вам хочется. Но для этого требуется очень много ресурсов. Но у вас, дорогие водолеи, этих ресурсов будет очень много в ближайшие 1,5 года. Я, как обычно, говорю о том, что нельзя упускать все те возможности, которые у нас есть. 28 августа у нас заканчивается коридор затмений. Это полнолуние, лунное затмение, полнолуние в рыбах. Кто очень почувствует вот это полнолуние, собственно, на водолеев, здесь главное начало коридора затмений для вас, для того, чтобы запустить движение вперед, реализовать как можно больше, потому что и июль, и август на небе просто невероятные, потрясающие комбинации для водолеев первой, второй и третьей декады для развития вперед. У водолеев первой декады, конечно, там невероятное количество энергии, амбиций, движения вперед, гармоничных аспектов. У водолеев второй декады это социальные планеты, Юпитер, Сатурн, желание вырваться. У водолеев третьей декады это кармические вопросы именно к вам, почему вы засиделись, не живете как истинный водолей, и только открывая свои истинные качества и свое истинное «хочу», вы начинаете жить как вы хотите. Я говорю сейчас не об этих моментах, когда я хочу вообще ничего не делать, лежать на диване, и что вот оно все как-то само пришло. Но мы же с вами взрослые люди, понимаем, что так не бывает. Да? Когда так происходит, тогда ничего и не приходит, потому что само приходит, к сожалению, только одни проблемы. Да, поэтому здесь прошу понимать меня адекватно, да, поэтому шутка шуткой, но коридор затмений заканчивается 28 августа. В напряженных аспектах, если никто ничего не делал, потрясет водолеев первой декады через Уран, потому что Уран будет максимально напряженный в этот день. То есть это ощущение, что было упущено множество возможностей. Здесь хочу сказать, что 11 сентября у нас Уран уходит в ретроградное движение до 8 февраля 2027 года. Это ежегодная акция, плюс-минус 2 недели каждый год он уходит в ретроградное движение, но будет влиять на водолеев первой декады. Здесь, дорогие, смотрите, да если что-то где-то вы не дорабатываете в своей жизни, в работе, в карьере, то здесь начнет доразрушаться все то, что не разрушилось ранее, с целью для того, чтобы вас ускорить и двигать вперед. У водолеев второй декады, вот если вкладывали свои деньги не туда, куда нужно, тогда конец августа встретите с расстроенными финансами, потому что Венера в оппозиции с Сатурном, но при всем при этом здесь гармоничный аспект у Юпитера, с Ураном в том числе, на водолеев второй декады, поэтому будьте очень четкими и рациональными в своих финансах, потому что водолеи второй декады здесь в августе можно как раз-таки заключить сделку по недвижимости, подписать договор рабочий, очень классные навыки, таланты в себе раскрыть, взять новую должность, новый уровень ответственности. Это не будет легко, но это вам очень сильно нужно для того, чтобы
почувствовать свой фундамент, свою самоценность, раскрыть себя и жить уже совершенно на другом уровне развития, хоть и Юпитер по второй декаде Льва идет, и вот Водолей второй декады говорит каждый раз, что да, вот где-то я был неправ, где-то я ошибался, либо женщина Водолей, да, где-то я ошибалась, была неправа. И вот если мы можем признать себе, что где-то мы натворили ошибок или где-то мы были неправы, тогда это 100% к росту, потому что когда у нас гибкое мышление и мы даем себе право на ошибку, мы, как правило, ее видим, и мы ее исправляем максимально быстро. Поэтому Водолеи второй декады для вас точно так же продуктивный коридор затмений, если не относиться посредственно к своей жизни, к своим ресурсам и деньгам. Водолеи третьей декады. У вас, конечно же, дорогие, здесь будет такой немножечко травмоопасный период, может быть, опять же, потому что Уран в квадратурах на кармические узлы, в квадратурах к Меркурию, да, и здесь могут рушиться связи, контакты. То есть, помните, в начале видео говорила, что в новую жизнь вы идете, в осознание себя, и просто может складываться такой понимание с людьми, с которыми раньше вроде как все было отлично, а здесь теряются связи, теряются контакты, новый круг общения, и в него не так будет легко и комфортно войти. Но, тем не менее, Меркурий у нас в знаке Девы, поэтому записывайте свою книжечку «Полезные контакты», телефонную книжечку, либо в прямом смысле бумажную книжечку адресную. Записывайте полезные, нужные контакты, потому что мы с вами идем в новое время, когда нам нужен такой капитал связи для того, чтобы открыть свой телефон и как можно быстрее решить основные вопросы в своей жизни. При всем при этом нужно строить такое качественное партнерство, качественные отношения, не только пользоваться людьми, но и приносить пользу в том числе. Поэтому здесь не волнуйтесь, становитесь сильнее, становитесь активнее, интереснее. Не надо волноваться, бояться. У всех это бывает, когда жизнь вот так вот настраивает нас на новые лыжи, на новый путь. Здесь просто нужно быть к этому готовыми. После коридора затмения хочу сказать, что мы в сентябре, все события у нас сдвигаются вот так вот, будут сходиться к 11 сентября. 11 сентября у нас новолуние, новолуние у нас в Деве. И о чем здесь? Новолуние в Деве. 11 сентября у нас уходит в ретроградное движение Уран. Это я уже говорила. Плюсом у нас 14 сентября Лилит переходит в знак Козерога, перестает влиять таким значимым аспектом на Водолеев третьей декады. И здесь у вас уже, дорогие, откроется такое внутреннее чувство, что как будто страхи все мои куда-то ушли. То есть все волнения вы оставите в августе, да, коридор затмений, поэтому сильно не волнуйтесь, еще раз говорю, приходите в реальность всегда, когда вы мыслями уходите куда-то в будущее, а как же там, а как же у меня не получится, потому что смена связей, контактов, окружения вообще нормальная история будет для Водолеев третьей декады, смена работы в том числе, открывайте свои новые ориентиры и двигайтесь вперед, здесь по-другому вот никак. И да, 11 сентября у нас так запускается очень хорошая история. Еще и Венера переходит в знак Скорпиона. При всем при этом сразу становится в квадратуру с Плутоном, который идет по первой декаде Водолеев. И вот здесь начинаем, дорогие Водолеи, очень аккуратно относиться к своим финансам. Да, у нас с 3 октября ретроградная Венера в Скорпионе. Все, что находится в Скорпионе, напряженно будет влиять на Водолеев. И вот я уже октябрь отмотала, там уже и Меркурий в Скорпионе во второй декаде. И значит, вторая декада Водолеев будет тоже в этой связке работать. Водолеев третьей декады пока не трогает вот эта ретроградная Венера и Меркурий, но у вас такая очень интересная история, там Юпитер будет в третьей декаде Льва, поэтому у третьей декады Водолеев будет свой такой собственный тоже экзамен, который заденет ретроградная Венера, Меркурий. Здесь таки тоже нужно понимать, что не делать каких-то импульсивных действий. И если про
Водолеев и первой, и второй декады могу сказать, что будьте очень рациональны в финансах в этом сентябре. Вот прям с 11 сентября четкий подсчет финансов, только на нужное. При всем при этом нужно стараться зарабатывать еще больше, не нарушать закон, потому что знак Скорпиона – это когда мы прям на грани, понимаете, то есть мы не переступаем ни черную, ни белую полосу, да, то есть мы на грани где-то вот так вот идем вперед, это к водолеям и первой, и второй декады. У водолеев третьей декады тоже эта история работает. И вот, кстати, у вас, дорогие водолеи, третьей декады, может дойти история как раз-таки до больших, мощных судебных разбирательств, отвоевывания своих каких-то таких сильных историй. Вообще у нас осенний период ретроградной Венеры с Меркурием, да, это момент, когда может большое количество отношений дойти до такого невероятного разрыва, что будет глобальный раздел имущества, финансов. То есть это большие суды, споры, как и в личной жизни, так и в работе, так и просто финансовые вопросы. Мы все захотим почему-то в 2026 году октябрь, ноябрь, вот ноябрь прям вообще уже, да, то есть если в октябре начать, то ноябрь и декабрь это большие, невероятные судебные разбирательства, процессы, которые, я могу сказать, что выиграть будет сложно. Будет сложно водолеям и первой, и второй, и третьей декады, поэтому, дорогие, если у вас есть, то есть я так, понимаете, забежала, да, до конца 2026 года. Почему еще? Потому что у нас Марс в соединении с Юпитером и южным кармическим узлом, все это в третьей декаде Льва. Там, естественно, и Венера, и Меркурий, которые и на первую, и на вторую декаду Водолеев оказывают влияние. В начале 2027 года, забегая вперед, первая, вторая неделя января у нас Венера, которая выходит наконец-таки из знака Скорпиона в знак Стрельца, здесь полегче будет Водолеем, но следом буквально меньше недели у нас еще и Венера выходит в оппозиции с Ураном. То есть это либо обрушение отношений, либо в финансах. Если мы сейчас не подстелим себе эту соломку, если мы сейчас не договоримся, если мы сейчас себя не обезопасим, если мы сейчас не заработаем больше, чтобы потом быть к этому готов, потому что это будет такой мировой финансовый шторм. Ребят, мы с вами идем в глобальный экономический кризис, финансовый, да, и здесь нужно к нему подготовиться, да, то есть обезопасить себя и свою семью. И следом буквально меньше недели у нас ретроградный Марс в Деве. Когда у нас что-то находится в Деве, и там еще у нас в 2027 году, в июле, в знак Девы перейдет Юпитер. Юпитер у нас был в знаке Девы, это 79 год, 1979 год, мировое смещение экономики. Это каждые 12 лет можете даже отсчитать. Это у нас 91-92 год. Мы понимаем, какие финансовые изменения, да. То есть это начало нулевых, когда в мире, и это начало десятых. То есть прекрасно понимаем, что когда Юпитер находится в Деве, это глобальные дефициты, это обвал валюты, это совершенно не те финансовые возможности, на которые мы рассчитывали. Поэтому, дорогие водолеи, первый, второй, третий декад. Вот у нас 2026 год и 2027 год. Это моменты, когда мы можем себя максимально финансово обезопасить, то есть подготовить себе структуру, стабильность. И я могу сказать, что сентябрь 2026 года это еще у нас все прекрасно и хорошо. То есть у нас еще нет вот этих уходов в какие-то вопросы, законы, потому что то, что я рассказываю про Юпитер, это не просто на обычных людей аспекты работают. Когда у нас максимально недовольный Юпитер, это всегда принимаются законы, которые не нравятся. Это законодательная власть, это всегда большие глобальные нерешенные амбиции, переходящие в споры, судебные дела, разбирательства и, естественно, урегулирование